Я думаю, нет ничего лучшего, чем в начале нового месяца добавить в свой криптопортфель перспективные альткоины, которые покажут самые высокие проценты прибыли в ближайшие 30 дней. Действительно, сейчас крипторынок в ожидании того, что биткоин пробьет новый исторический максимум выше уровня 74 тысячи долларов. И если мы посмотрим, что происходило с альткоинами в марте этого года, когда биткоин вырос более чем на 20%, мы увидим активный рост многих альтов. Причем тогда даже вот этот индикатор указывал на потенциальное начало альт-сезона. В прошлом месяце мы уже снимали для вас видео, где разбирали прибыльные монеты на октябрь, которые успели зафиксировать более 40% роста. Также мы делали обзор на альты, которые вырастут после предстоящих выборов в США. Но сегодня пришла очередь топа лучших криптовалют на ноябрь 2024 года. И в сегодняшнем топе мы для вас подготовили монеты, которые связаны с двумя главными экосистемами на крипторынке. На протяжении последних месяцев они фиксируют стабильный рост, имеют самый высокий потенциал на восходящее движение в бычьем цикле четвертого квартала. И что самое главное, сегодня я вам покажу одну монету, в которую инвестируют не только топовые криптобиржи, а крупнейшие фонды США, как, например, Franklin Templeton, под управлением которого находится 1,5 триллиона долларов, третий по размеру американский фонд Fidelity, который управляет капиталом в 5,5 триллионов долларов, а также сам гигант BlackRock. А глядя на прошлый опыт, поддержка от фондов, как, например, в случае с токеном SUI, играет очень важную роль в будущем росте, ведь эти ребята точно знают, во что инвестировать миллионы, а порой даже и миллиарды долларов. Поэтому, друзья, без лишних слов, желаю вам приятного просмотра, и я уже неоднократно вам говорил, что поиск таких перспективных монет занимает много времени, поэтому обязательно поддержите ролик лайком. И если вы желаете вторую часть, а мы ее обязательно сделаем, поставьте видео 2000 лайков. За поддержку вам крайне благодарен. Вы на канале Coin22, меня зовут Влад, мы начинаем. Итак, дорогие друзья, наступил новый месяц, а это значит, что нас ждут важные экономические, политические, а также криптособытия, которые будут оказывать влияние на криптовалюту. И чтобы узнать, в какие дни нас ждет повышенная волатильность или активное движение той или иной монеты, переходите в наш телеграм-канал, где редакторы Coin22 уже собрали для вас календарь событий на ноябрь 2024 года, в котором отмечены самые важные дни этого месяца. Также в нашем телеграм ежедневно публикуются актуальные новости, прогнозы на альткоины и дополнительной подборки перспективных монет, так что обязательно подпишитесь. Но мы сразу начнем, пожалуй, с самой недооцененной монеты этого года, которая сейчас прямо на наших глазах готовится к прорыву ключевого сопротивления. И, конечно же, я имею в виду эфириум. Если вы в основном скупаете низкокапитализированные альты и думаете, что эфир это тяжелый якорь, который никогда не вырастет в 2 или в 3 раза, я готов доказать вам обратное. В последние месяцы цена эфира действительно не получала сильный бычий импульс, и октябрь эфир закрыл в минус, в отличие от биткоина. Ощутимое отсутствие интереса со стороны розничных и институциональных инвесторов также оказывает давление на цену эфира. Например, 30 октября Ethereum ETF зафиксировал приток всего 4,4 миллиона, в то время как у биткоина приток составил 893 миллиона долларов. Это составляет 0,4% относительно доли его прямого конкурента. Но то, что эфир сейчас торгуется ниже важного уровня 3000, ошибочно связывать со слабым институциональным спросом. Это скорее всего следствие, чем причина. И если учитывать последние, как технические, так и фундаментальные показатели, они сигнализируют о том, что цикл коррекции эфира завершен, и теперь он готов идти к новым историческим максимумам. Давайте же узнаем почему. Во-первых, эфир сохраняет спрос со стороны хорошо зарекомендовавших себя DeFi, таких как Balancer, Curve, Pindly и EtherFi. Эфириум продолжает доминировать, когда объемы L2 растут, включая такие сети как Base, Arbitrum и Polygon. Это доминирование также очевидно в общей заблокированной стоимости, где базовый уровень эфириум удерживает 48,8 миллиардов долларов по сравнению 6,2 миллиарда у Solana. В середине октября разработчики Ethereum анонсировали обновление Ethereum Pectra. По их словам, этот форк значительно оптимизирует транзакции, а также обновление направлено на увеличение максимального размера блока до 2,7 мегабайт с текущего 1 мегабайта. Недавно Бутерин лично предоставил новую дорожную карту проекта и заявил, что после ряда обновлений, запланированных на конец года и на первую половину 2025, повысится производительность L2 и снизятся затраты на газ. Конечно, сложно поспорить, что эфиру не хватает поддержки от фондов, но если внимательно рассмотреть приток капитала в ETF, то можно увидеть интересную картину. По факту эфир скупает только BlackRock, а главным продавцом выступает Grayscale. И по сути капитал просто перетекает из одного ETF в другой, что конечно же не оказывает влияния на рынок. Но поскольку Grayscale не покупает новые эфиры и фиксирует отток, а спрос со стороны BlackRock растет, то это может усилить рост цены в ближайшем будущем. А также спрос вырастет за счет хорошей доходности. Не так давно инвесткомпания VanEck
сделала отчет, в котором указала, что традиционное распределение активов 60% в акции и 40% в облигации давали около 9% прибыли. Но если бы фонды сделали комбинацию 60% акций, 33% облигаций и 7% биткоина с эфиром, то вместо 9% прибыли они бы получили 17% в прошлом году. Главная цель фондов – это зарабатывать деньги своим клиентам и получать хороший процент. А когда у тебя есть такие хорошие инструменты, как ETF на биткоин и уж тем более на эфир, просто грех ими не воспользоваться. А за счет того, что после выборов есть потенциал на создание более благоприятных условий для криптоиндустрии, риски в покупке эфира для фондов станут гораздо ниже. Эфир – это главная и первая экосистема на крипторынке, и абсолютно каждый должен иметь эту монету в своем портфеле, тем более когда сейчас она торгуется на очень хороших уровнях для покупки. Лучший уровень для эфира находится около 2200, следовательно, на потенциальных откатах в эту область нужно его скупать и накапливать частями. Тем более сейчас мы видим формирование восходящего треугольника, и если следовать его теории, то после пробоя главного сопротивления 2700 рост будет равен ширине самого треугольника, что приблизит эфир к главному уровню 4000, так что обязательно за ним понаблюдайте. Следующая на очереди у нас монета, о которой мы еще ни разу не говорили на этом канале, но сейчас она активно набирает обороты, а также ее поддерживают крупные американские фонды, и это Ethena под тикером INA. Почему же она попала в наш сегодняшний топ? Данный проект относительно молодой, ведь официальный листинг токена провели только в апреле этого года. Ethena — это DeFi проект, построенный на блокчейне Ethereum. Он нацелен на создание синтетического и децентрализованного доллара под названием USDE. Разработчики хотят решить проблему сильной зависимости стейблкоинов от традиционных банковских систем. Ведь, например, помните, когда обанкротились 3 крупных банка США в марте 2023 года, тогда курс USDC упал ниже $1, ведь в этих банках хранились деньги для обеспечения привязки. Так вот, принцип USDE от Ethena совершенно другой. USDE использует токены ликвидного стейкинга эфира, такие как Lido Finance, в качестве активного обеспечения. Он объединяет их с равной стоимостью коротких бессрочных фьючерсных позиций эфира на биржах деривативов, чтобы удерживать строгий паритет с долларом. При этом Ethena еще и позволяет стейкать токены, чтобы получать проценты от депозита. Такая новая технология привлекла внимание больших фондов. В феврале Ethena Labs раскрыла участников ее финансирования на $14 миллионов. Среди них были биржи, такие как Binance Labs, Gemini, Bybit и OKX, а также большие венчурные компании, как, например, Mirana Ventures и Dragonfly. А из больших игроков данный проект поддержал фонд Franklin Templeton, который управляет активами на сумму $1,5 триллиона, а также особого внимания заслуживает компания Avon Ventures. Это дочерняя фирма одного из самых больших фондов США под названием Fidelity, капитализация которого превышает $5,5 триллионов. И знание о том, кто инвестирует в эту монету, дает нам понимание о ее дальнейших перспективах. Ведь поддержка от больших фондов, тем более у такой новой монеты с капитализацией всего в $1 миллиард, имеет очень положительное влияние на цену. И, кстати, стратегию отслеживания монет, которые покупают большие фонды, очень часто используют аналитики нашей подписки Coin22 Pro. Они каждый день следят за раундами финансирования, чтобы найти для вас самые перспективные варианты. А также аналитики Pro круглосуточно анализируют рынок для поиска оптимальных точек входа. Например, на локальном откате в начале ноября участники Pro заработали от 80% прибыли на падении Доги, поскольку заранее получили актуальные уровни для открытия позиций. А чтобы на таких сделках могли зарабатывать даже новички, мы предоставляем пошаговое обучение, где кроме теории с видеоуроками есть полноценная практика в сопровождении со специалистами. И плюс к этому вы получаете поддержку 24/7 на всех этапах работы. И дополнительно для каждого участника подбирается индивидуальный прибыльный спотовый портфель. Поэтому, чтобы оставаться в плюсе, независимо от того, куда движется рынок, переходите по ссылке в описании и уже сегодня присоединяйтесь к подписке Pro. Но знаете, кто еще поддержал проект Ethena? Компания BlackRock. В конце сентября проект Ethena Labs объявил о запуске USTB. Это новый стейблкоин, который будет поддерживаться специальным фондом от компании BlackRock. И после этого сообщения цена монеты выросла на 20%. А кроме поддержки таких больших фондов, Ethena еще демонстрирует хорошие сетевые показатели. В период с декабря 2023 года по начало июля 2024 показатель TVL Ethena вырос с нуля до $3,6 миллиарда. Это один из лучших показателей среди всех проектов DeFi. И на сегодняшний день TVL составляет $2,7 миллиарда. Также данные Into the Block показали, что на этой неделе киты активно накапливали эту монету, ведь транзакции, превышающие $100 тысяч, выросли с 23 до 128, а объем крупных транзакций также выросли с 26 до 142 миллионов долларов. С апреля по сентябрь Ethena пережила серьезную коррекцию, но после тестирования дна цена сформировала восходящую линию тренда и движется вверх. Сейчас мы наблюдаем консолидацию выше ключевой позиции
поддержки 30 центов, и следовательно лучшим вариантом будет покупка на откате на вот этих диапазонах поддержки. Данный проект очень интересный и заслуживает большего внимания, поэтому если вы желаете подробный обзор, пишите в комментариях. Следующая у нас на очереди восходящая звезда DeFi на Solana, монета Raydium. Raydium быстро становится фаворитом в мире DeFi, особенно среди пользователей блокчейна Solana. Но что же такое Raydium? Это DEX-биржа на Solana, которая использует модель автоматического маркетмейкера, позволяет трейдерам обмениваться и торговать без посредников. Это одна из ведущих DEX на Solana, которая предлагает простой интерфейс, широкий выбор торговых пар и актуальной котировки, а свою популярность биржа Raydium набрала благодаря интеграции с PalmFun, открыв двери для многих мемкоинов на Solana. По факту Raydium представляет собой гибрид традиционных бирж на основе книги ордеров и AMM, обеспечивая быструю и недорогую торговлю на блокчейне Solana. Основными преимуществами самой платформы является высокая ликвидность, оптимальное ценовое исполнение, активная поддержка сообщества и отсутствие требования к UIC. Данная монета попала в сегодняшний топ по той причине, что интерес к мемкоинам продолжает расти, а поскольку сейчас их активно запускают на Solana и при этом большинство из них имеют низкую капитализацию и не могут залиститься на крупные биржи, они сначала появляются на бирже Raydium. И вот как раз таки интеграция с PalmFun, это сервис для запуска мемкоинов на Solana, играет важную роль для масштабирования биржи и роста монеты. Часть ликвидности мемкоинов, которые достигнут пика популярности и определенной рыночной капитализации, будет зачисляться на Raydium и сжигаться. Такие мемкоины также перемещаются на Raydium, где к ним получает доступ более широкая аудитория, поскольку теперь у трейдеров мемкоинами на Solana есть доступ к платформам DEX. Поддерживая PalmFun и предоставляя авторам мемкоинов возможность запуска, Raydium способствует развитию мемкоинов в экосистеме Solana. Такое партнерство позволяет перспективным мемкоинам увеличить свою ликвидность, которая необходима для развития, а также повышает надежность токеномики за счет сжигания ликвидности. Цена токена Ray выросла почти на 20% за последнюю неделю, показав хорошие результаты в экосистеме Solana. Поскольку Raydium сохраняет позиции ведущих DEX бирж на сети Solana, его ценовой импульс подкреплен существенной торговой активностью и ликвидностью. Тем временем индикаторы показывают бычий сигнал с краткосрочными скользящими средними выше долгосрочных и RSI, которые все еще ниже уровня перекупленности, намекая на потенциальный диапазон для дальнейшего роста. Например, за неделю объем торгов на Solana DEX достиг 14,3 миллиарда долларов. При этом объем только у Raydium составил 8,9 миллиардов, что составляет 62% от общего объема. А комиссии Raydium на прошлой неделе даже обогнали Ethereum. На этой неделе цена Ray активно выросла, однако ее RSI сейчас находится на уровне 71, что близко к порогу перекупленности. И несмотря на то, что цена Ray сильно выросла, умеренный уровень RSI говорит о том, что давление покупателей еще не достигло пиковой точки, что потенциально допускает дальнейший рост до уровня перекупленности. Линии EMI формируют бычий сигнал, при этом все EMI расположены ниже текущей цены, а краткосрочный EMI находится выше долгосрочных. Такое выравнивание предполагает сильный восходящий импульс, при котором покупатели сохраняют контроль в краткосрочной перспективе. Если этот восходящий тренд сохранится и RSI останется ниже уровня перекупленности в диапазоне 75, то Ray может превысить уровень $3.70, что станет самой высокой ценой с 2022 года. Но учитывая локальное сопротивление, покупать эту монету я также рекомендую на откате, именно вот в этих ключевых диапазонах. Далее бы хотел рассказать вам новости монеты, которые я покупаю каждый месяц, и она не перестает удивлять своим восходящим трендом, а также рекордными сетевыми показателями. Речь идет о Solana. Да, друзья, Solana частый гость наших топов, ведь если в вашем портфеле есть Solana, то вам не нужно лезть в гремучий лес ниже 100 в общем рейтинге, ведь ее потенциал на рост увеличивается с каждым месяцем. Рассказывать, что такое Solana, смысла нет. Давайте лучше пробежимся по последним новостям, которые окажут влияние на будущую цену. Во-первых, по данным отчета Messari, институциональные инвестиции в приложение на базе Solana в третьем квартале этого года выросли. В третьем квартале 29 dApps приложений на Solana привлекли в общей сложности $173 миллиона, что на 54% больше, чем в предыдущем квартале. Также среднее число ежедневных плательщиков комиссий выросло до 1,9 миллионов, что на 109% больше, чем в прошлом квартале, в то время как число новых плательщиков выросло на 430% до 1,3 миллиона. К концу третьего квартала Solana стала третьим по величине блокчейном по токенизированным казначейским облигациям, благодаря растущему спросу от фондов. Общая стоимость токенов казначейских облигаций на Solana составила $123 миллиона. Токенизированные облигации на базе Solana готовы к дальнейшему росту, поскольку компания Franklin Templeton планирует запустить в сети свой большой фонд, и это лишь показатели за последние 3 месяца. Что касается покупки, то Solana получила сильное сопротивление на уровне $180, и это верхняя граница вот этого диапазона, но при этом сохраняется восходящая линия тренда, которая сформировалась еще в августе, и на нее стоит обратить особое внимание, ведь данные диапазоны станут самыми
подходящими для покупки, если вы не успели купить Solana по $120, как я вам советовал в наших прошлых топах. Но напоследок я добавил всем известный мемкоин Doge, который снова растет благодаря поддержке со стороны Илона Маска в преддверии потенциальной победы Трампа. В октябре этого года Dogecoin снова попал в заголовки новостей после прорыва двухлетнего нисходящего тренда, что стало сигналом о том, что это может быть началом долгожданного пампа. Графические модели показывают фигуру двойного дна, и этот индикатор часто рассматривается как бычий. Доги стал лидером роста первой десятки за последние 7 дней, зафиксировав при этом 17% прибыли. Как я только что сказал, такой рост был связан с поддержкой от Илона Маска. Ведь после того, как в сети начали активно обсуждать новый департамент под аббревиатурой Доги, в понедельник Илон Маск выложил вот такой пост с Dogecoin, из-за чего он и вырос. После 4 месяцев консолидации ниже отметки в 15 центов, Доги наконец-то вырвался из зоны сопротивления и теперь приближается к своему 7-месячному максимальному уровню в 20 центов. Сейчас цена Доги движется в недельном диапазоне от 13 до 17 центов. И в нашем ролике, где я рассказывал про суперцикл мемов, я советовал вам прикупить Доги, когда он стоил 14 центов, после чего он сразу вырос на 26%. На данный момент его цена остается в восходящем тренде и движется вверх с периодичными откатами на 10-15%. И именно их и стоит использовать для покупки, поскольку такое волновое движение и будущие выборы в США, которые пройдут 5 ноября, могут оказать положительное влияние на рост Доги в ноябре, поэтому данный мемкоин стоит добавить в свой портфель в этом месяце. В целом ноябрь будет очень насыщен различными событиями, которые окажут влияние на весь крипторынок. В прошлом ролике мы уже делали большой прогноз биткоина на ноябрь, а также в предыдущих роликах я вам рассказывал, как выборы повлияют на рынок и какие альткоины стоит покупать после 5 ноября, поэтому рекомендую вам посмотреть данное видео. Но на сегодня все. Обязательно в комментариях пишите, что вы думаете об этих монетах, особенно о токенах Ethena и Radium. Не забывайте подписываться на телеграм-канал, где есть свежие новости. Чтобы не пропускать новые ролики, жмите колокольчик и увидимся с вами на следующей неделе. Всем желаю удачи, до скорых встреч!